Здравствуйте, меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я веду официальный твиттер Украины. Это я коммуницировала колбасу. Это я давала уроки украинского языка партии «Слуга народа». Ну что, познакомились? Я, как видите, самоизолировалась в лесу. Потому что вы меня не слушаете, вирус не боитесь, да и не верите в него вовсе. Верите, что американцы берут, там, летают и сбрасывают позитивные тесты на ПЦР со спутника на Украину. Это сейчас рассевается со спутника. Мы не знаем, что в атмосферу. И это может быть с океана, внутри океана что-то. Ходят подводные лодки, и мы не знаем, какая капсула может сброшена. Это чисто мое мнение. Так что пока я тут, я задам 5 вопросов Зеленского грибам. Так, подберезовик. Уважаемые подберезовики, что вы здесь делаете? Так, а ну быстро свалили отсюда вместе со своими березами к себе на родину. Не мешайте нам жить, понятно? Лукашка, Почта России, грибной суп. Следующий мой вопрос желто-блакитным лисичкам и груздям. Дорогие, что изменится, если мухоморов станет не 450, а 300? Все равно же они останутся мухоморами. Поэтому нужно выбирать тем оленям, которые выбирают некоторых мухоморов, повнимательнее. Логично. Не правда ли? Следующий вопрос по поводу свободной экономической зоны на Донбассе. Владимир Александрович, а что именно вы вкладывали в это понятие? Если то же самое, что и мы, то, я думаю, ответ для всех украинцев очевиден. Даже дети знают. Вот, например, мой сын Николай. Коль, надо разделить. Донбасс сделать свободным, а паразитов-захватчиков на зону. Там и с экономикой решится. Ну, логично. Спасибо, сынок. По поводу Будапештского меморандума. Друзья, ну вы же знаете, что это такое. Не стоит объяснять, правда? Территориальная целостность и независимость Украины была подкреплена странами. Но одна из этих стран потому что ку-ку у нее недостаточно активно работает. Причем тут мы? Владимир, зачем этот вопрос, ответ на который очевиден, задавать нам? Мы же не грибы. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. И по поводу медицинского каннабиса. Владимир, ну мы же понимаем, что этот пункт в вопроснике для того, чтобы как можно больше молодого поколения, которое пришло на выборы, для вас это выгодно. Потому что обычно они на выборы не ходят. Но очевидность ответа на этот вопрос понятна тоже детям. Ведь каннабис – это довольно действенный способ обезболивания. Поверьте мне, я это знаю как никто. Коль, памятаешь? Да, ты же его использовала, когда болела. Помогал? Помогал. Ну что, друзья, я думаю, что очевидность ответа на вопросы, которые были популистически заданы Зеленским, наталкивают на то, чтобы вы на них не отвечали. Выкиньте в урну нафиг эту бумажку. Ну а я возвращаюсь в студию вместе с грибочками. Хладрыщ, и я уже в студии, а прилетела я сюда на лагідних крылах языкового геноцида. Тотальный языковой геноцид на Украине. Вот уже второй месяц сотни тысяч школьников изучают украинский принудительно. Более того, Одесский окружной административный суд признал недействительным решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Ай-яй-яй. Вот одного непонятно. Почему в Украине не провели первый звонок 22 июня в 4 утра? Без объявления войны. Принудительно дети изучают украинский в школе. Прям ходят между партами надсмотрщики в шароварах и плетьми по губам бьют. Кажи букву «Й», «Ганок», «Гудзик». У нас оценки не в дневники ставят, а выжигают тавром. Хто плохо знает українську мову, того туркам продамо. Всем завтра
принести в класс татуировку Шевченко на лбу. Кто не принесет, по 2 Леси Украинки в фонд Бандеровской армии на младенца-резы. Такая вот картина геноцида. Вот только дети в фашистской Украине изучают русский язык на уроках. Вопрос о конституционности закона о языке, который в своей предвыборной кампании Зеленский обещал вынести на суд общественности, так и не был поднят. А новые министры без какого-либо обсуждения решили перевести русскоговорящих учителей и школьников на украинский язык. А как так? В украинской школе дети учат русский. Как же это так? Несостыковочка. Говорят, геноцид ваш не настоящий. Иногда мне кажется, что единственные, кто мечтает о притеснении русскоязычных в Украине, это российские пропагандисты. Поэтому и из этой неудобной ситуации они тоже выкрутятся. Был момент есть. Это не мы проебали. Это пытка. Деткам показывают милые их сердцу русские слова и делают в них ошибки. Прецедент, как пишется? Прецедент. Девчонка пишется через «ё». Конечно же. Девчонка? Ё. Да, потому что там читается как О, а пишется как Ё. З, потому что З звонкая. Вообще сделать. З. Но этого мало языковым карателям. Они вызывают самого толстого, самого холеного хохленка, сына учительницы. Простите, пожалуйста, украинской мовы. Фу! И он на глазах русскоговорящих дитять пишет слово «Россия» и удаляет бэкспейсом по буковке, а потом файл в корзину и очистить. Вот такие этнические чистки на Украине, прости господи, Пушкин и Толстой. И самое смешное в этом, что о языковом геноциде орут с ДНР, где запретили украинский язык в школах. И вот мой телепорт, настроенный на д***евские изменения, переносит меня из ДНР куда? Куда бы вы думали? А вот нет, не в ЛНР, а опять в ДНР. Вторым после защиты языков важнейшим из искусств для донбассян является кино. И я, как почти немка, не могу остаться бейсайде в стороне. По-нашему. Кастинг по набору актеров на первый сериал в Донецкой Народной Республике. Новое скетч-шоу будет рассказывать историю Деда Мороза, которого настигло профессиональное выгорание. Он больше не хочет дарить подарки. Накануне в Донецке провели пробы среди артистов, прошедших онлайн-отбор. Свои силы испытали почти 100 человек. Обожаю подобные мероприятия в ДНР. Я уже участвовала в стендапе, представляла книгу на слете фантастов. Теперь пришло время попробовать себя в ДНРовском ситкоме. Иду на кастинг. Толя Знаменцев, минометчик и начинающий актер, пришел на кастинг. Где-то до этого снимались? Ну, да. В сюжетах «Россия-24» снимался. Ну, я снимаюсь очень много. Я бы даже сказал, катастрофически много. Про распятого мальчика, ну, вы видели, я там третий на фоне, ну, справа. А, потом еще меня в трусиках к доске прибивали. Пореченкову пулемет заряжал. С первого дубля. Тю, еб... Это меня здесь не узнают. В Швеции каждая собака знает. Химическое оружие находил вместе с Басуриным. На Russia Today. Ну, Басурин, актерище, конечно. Глыба.
где-то, ну, на уровне Стычкина и этого Марата. Марата, как его, ну, Башарова, да. Почему вы решили, что подходите для роли в ситкоме про Деда Мороза? Тю, ну, так у меня позывной Снегурочка. Я зимой наспор миномет лизнул и примерз. Да. Пришлось по живому сектору стрелять, чтоб ствол нагрелся. Так я после этого чуть-чуть притрушенный. А еще знаете, почему я Снегурочка, а? Потому что я в какой блиндаж не забегу, оттуда сразу подарки прилетают. А еще, когда мы клеем в окопе надышимся, у меня коронный номер. Я вместо кос на голову пулеметные ленты надеваю. Писюн между ног зажимаю и рассказываю, где была. Видите, у меня с юмором тоже все в порядке. Это да. Давайте по тексту. Привет, нах, дети, нах, я пришел, нах, к вам, нах, принес вам, нах, дети, подарки, нах. Кто себя хорошо, нах, вел, нах, а? Зачем вы лишний текст добавляете? Ну, так я ж импровизирую. Не импровизируйте. И вообще, вы нам не подходите по типажу. Сильно грубый. Блин, первый раз в жизни решил обмануть. Образ ополченца себе выбрал специально. Тренд все-таки. Антифриз неделю пил, чтобы вжиться. Вакцину русскую уколол. У меня теперь 3 яичка и жабры вместо легких. Это чтоб пневмонию не подхватить. А вы говорите, я не подхожу. У меня в карманах дыры, жена недавно ушла к помрежу. Я в кои-то веки вас решил. На тебе, тут та же самая Я ж вообще не такой. Я раз в жизни хотел обмануть, чтобы роль получить. Да я вообще за Украину. Это ваше ДНР, я его ненавижу просто. Вы город мой уничтожили. Вы сломали жизнь мне и сломали жизнь моей семье. Была же процветающая область, а теперь цвелая жопа. У нас по улице чаще буряты ходят, чем автобусы. Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ, Чита, Ясногорск, Агинск, Кусочи. Я в Украине кота Леопольда, кота этого 15 лет играл. Но такого унижения не испытывал, как при жизни сейчас. Я играю в уебаном детском театре кота гнойного Буратино и предводителя Команчей. А в ДНР шо? Я играл Бублика в рекламе бубликов. Знаете, а все-таки для вас есть роль. Не хотите сыграть одну сучку укропскую, Янину Соколову? Ну, не знаю, у меня получится или нет. А там все просто. Прочитайте. Ну, хорошо. Текст? Ага. Ну, что тут? Ой, как я шоколада Петиного объелась. Самое мое любимое – это конфеты Рошен на печенье Нуланд намазать. Ой, ща еще гадости про русский мир скажу. А мне потом рабочую визу в Португалию дадут жопы мыть. Все понятно? Ну да. Начинайте. С уважением, идите на. Эту роль я готова играть бесконечно. А вот кто у нас тут соскучился по... А все тут соскучились, и я больше всех. Сюжет специальный, отборный, выдержанный. Лежал у меня в чулане, но по очень уважительной причине. В сюжете присутствует президент Киргизстана, который успел уже несколько раз стать не президентом. Потом опять
вернуться. В общем, я уже запуталась, кто он там сейчас с киргизом. Но речь не о нем. Каждый раз, когда в резиденции Бочаров-Ручей проходят переговоры президента с иностранными лидерами, все обсуждают антураж. И 2 недели назад, когда здесь шли переговоры с Лукашенко, многие обратили внимание на поленницу дров и спички к ним. Но все-таки этот камин в основном декоративный и лишь изредка используется по назначению. Совок, щетка, все на всякий случай рядом, под треск огня, и разговор может получиться более душевным. Да, все обратили внимание, ну абсолютно все. Папа Римский мессу прервал, чтобы присмотреться. Алло, Пентагон, вы на проводе? Алло, слышно? Вы на поленницу обратили внимание, а? Нет. За что вам американский народ только деньги платит? То стакан, то лифт. Теперь они раскручивают поленницу Путина. Ну, стакан, это понятно, преемник. Тащи пустой стакан, чтоб я не смог напиться наповал. Ты знаешь, насколько б я не был пьян. Тебя я никому тут не отдам, слышишь, я не отдам. Лифт – будущий министр соцразвития. А поленница – это что, глава Роскосмоса? Он на полном серьезе в сюжете о встрече 2 глав государств 2 минуты обсуждает поленницу? Это ж насколько вам наплевать на отношения с Киргизстаном, что вы про поленницу рассказываете? Ладно, и так сойдет. Понятно, почему потом киргизы этого президента нахер послали. Потому что он невольно поучаствовал в самом тупом сюжете за всю историю телевидения. Вот так Пашка Зарубин своей нескончаемой тупостью начал уже правительство свергать. Толпа ликует. Президент Киргизии выполнил требование, которое звучало с первых дней протеста. Ушел в отставку. Сооронбай Жээнбеков 3 года руководил страной. Разгневанная толпа – весомый аргумент для переговоров, которые Садыр Жапаров, накануне ставший премьер-министром, вел в резиденции с президентом. Жээнбеков, ранее обещавший уйти лишь после парламентских выборов, решил, что ситуация в стране накалена настолько, что тянуть некуда. Поленница Путина. Скоро новости в России будут выглядеть так. В Кремле прошла встреча с президентом Франции. На встрече галстук Путина был очень красивый, синего цвета. По ковру Путина прошли 4 раза. Дырокол Путина на сегодняшней встрече не присутствовал. Говорящий Димон Путина игрался в углу с клубочком. О чем договорились? Не важно. Важно, что у Путина новый ёршик для унитаза. Супер-гипер-звуковой. Развивает скорость 9 махов в секунду. Гордись, страна! И напоследок наша постоянная рубрика «Дискуссионный вопрос». Как Путину ввести вакцину от коронавируса, если у него игла в яйце? Ответы пишите в комментариях. И если вы хотите, чтобы Тигран Кеосаян стал соведущим вечера, сходите полейтесь холодным куяльником. Все остальные подписывайтесь на мой канал. Спешите стать нашим патроном, зайдя на сайт Patreon. Сейчас адрес появился на ваших экранах. Так наша семья вечера станет очень большой. Там вы сможете первыми смотреть выпуски вечера до их появления в YouTube и иметь возможность общения со мной напрямую. Заходите на наш Facebook и на наш Instagram. И обязательно купите себе осенний мерч. Его можно найти на странице yanina.tv. Кстати, у нас появились новенькие. Вот такой и вот такой. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво и не забудьте подписаться на наш канал. Я проверю. Подписались? Точно? Здорово. До встречи на следующей неделе. Слава Украине! И смотрите нас в YouTube и в эфире 5 канала.